Много лет назад бездомный по имени Сэм обратился к местному ветеринару, отчаявшись спасти своего верного товарища Расти. Но ветеринар, доктор Андерсон, холодно отказал ему, оставив Сэма с разбитым сердцем и беспомощным. Доктор Андерсон и не подозревал, что его отказ вернется и будет преследовать его самым неожиданным образом. Теперь, когда доктор Андерсон смотрел на открывшееся перед ним зрелище, он не мог не испытывать сожаления о своем прошлом решении. Доктор Андерсон не поверил своим глазам, когда вышел из ветеринарной клиники. Его смена закончилась, и он направлялся к своей машине, когда вдруг услышал, как кто-то сзади выкрикивает его имя. Расти и Сэм стояли позади него, выглядя лучше, чем когда-либо. Расти рявкнул на доктора Андерсона, когда они с Сэмом медленно направились в его сторону. «Помни о нас», — сердито сказал Сэм. Доктор Андерсон не знал, что сказать. Он думал о том дне, когда впервые встретил Сэма и Расти почти каждый день, не в силах забыть это. В отличие от доктора Андерсона, Сэм все еще помнил тот день, как будто это было вчера. Это был день, который навсегда изменил его жизнь. Его собака сильно заболела ночью, проспав под проливным дождем без крыши над головой. Сэм отчаянно искал помощи, расспрашивая незнакомцев на улице. Когда никто, казалось, не знал, как ему помочь, он обратился в ближайшую ветеринарную клинику, которую смог найти. Сэм знал, что у него нет денег, чтобы помочь ветеринарам в клинике. Он просто надеялся, что они не обратят на это внимания и все равно будут относиться к Расти. Страх потерять Расти был просто невыносим. Он ворвался в дверь с Расти на руках, сразу же застигнутый врасплох всеми людьми, уставившимися на него. Мне нужна помощь», — заикаясь, пробормотал Сэм. Побежденный, его глаза наполнились слезами, когда он положил Расти на стойку. «Пожалуйста, не могли бы вы помочь моей собаке?» Человеком за стойкой был ветеринар доктор Андерсон, который только что вышел из операционной, проверяя заказы на сегодня. Он оглядел Сэма с головы до ног, а затем перевел взгляд на собаку. «У вас назначена встреча?» Холодно спросил он его. Сэм покачал головой, слезы теперь текли по его лицу. «Пожалуйста, я не знаю, что делать, он так болен». Доктор Андерсон вздохнул и посмотрел на собаку. «Извините, но у нас на сегодня все расписано. Я ничем не могу вам помочь». Затем он вернулся в процедурный кабинет и вызвал следующего пациента. Чувствуя себя побежденным, Сэм снова взял Расти на руки. Он тяжело дышал и был почти слишком слаб, чтобы двигаться. Он сел на тротуар и обнял Расти так, словно это было последнее объятие в его жизни. Пока Сэм сидел там, кто-то открыл дверь с противоположной стороны улицы. Это была молодая женщина, которая услышала мольбу Сэма о помощи. Она подбежала к Сэму и спросила его, что происходит. Она была ветеринаром по образованию, поэтому не могла сделать столько, сколько мог бы сделать доктор Андерсон, но с ее помощью Расти стало лучше. И снова Сэм каждый день приходил к ней домой вместе с Расти, чтобы она могла заняться своим делом и снова помочь Расти выздороветь. Он чувствовал гнев и разочарование по отношению к доктору Андерсону и хотел убедиться, что тот сожалеет о своем решении не лечить Расти до конца своей жизни. Когда он стоял в гостиной женщины, обдумывая свою месть, он внезапно очнулся от своих мыслей, когда Расти игриво прыгнул на него. «А боже мой!» — вздохнул Сэм. «Он выглядит еще лучше, чем раньше. Как я могу отблагодарить тебя?» — спросил он женщину. Она покачала головой. «Ты не обязан. Просто пообещай мне, что присмотришь за ним и сразу придешь ко мне, как только ему снова станет плохо», — улыбнулась она. Сэм покачал головой. Затем он снова заметил ветеринарную клинику, и его чувство счастья и облегчения быстро сменились разочарованием и гневом. Почему доктор Андерсон отказался помочь Расти, когда тот явно в этом нуждался? Ему нужно было придумать способ заставить доктора Андерсона пожалеть о своем решении.
Теперь у него было ради чего просыпаться по утрам, и, что самое волнующее, у него была причина зайти к Хейли домой. Поскольку у него не было собственных ресурсов, таких как компьютер, он решил рассказать Хейли о своем плане. Сначала она была немного сбита с толку, но позже поняла, как сильно он хотел это сделать. Дни перетекали один в другой, пока Хейли и Сэм углублялись в раскрытие прошлого доктора Андерсона. Их поиски привели их в библиотеке Алтона. Там, среди выцветших фотографий, был доктор Андерсон в молодые годы, широко улыбающийся рядом со спасенной собакой. Статья была датирована несколькими годами ранее и рассказывала о том, как доктор Андерсон работал волонтером в приютах для животных, леча раненых животных, многие из которых были на грани смерти. Он был местным героем, пробормотала Хейли, обводя слово пальцем. Как он перешел от этого к... Хейли ехала на машине в кафе. Мягкий свет перенес Хейли во времена ее стажировки, только что закончившей школу. Она была полна энтузиазма и стремилась учиться. Клиника доктора Андерсона была идеальным местом для такого новичка, как она. Доктор Андерсон тогда находился на вершине своей карьеры, известный своим состраданием и опытом. Однако шли месяцы, и она начала замечать в нем перемены. Жизнерадостный ветеринар, который когда-то находил время наставлять ее, постепенно замыкался в себе. Однажды зимним утром в дом ворвался обезумевший владелец с хромающим котом. У кота было обморожение. Хейли ожидала, что доктор Андерсон начнет действовать, но он едва взглянул на питомца. «Это всего лишь кошка», — потрясенно пробормотал он. Хейли взяла на себя ответственность, обеспечив кошке надлежащий уход. Это было тихим вечером, когда Хейли приняла свое решение. Клиника, которая когда-то была ее прибежищем знаний, чувствовала удушье. Когда она вручала доктору Андерсону заявление об уходе, его глаза были пустыми. Ни слов благодарности, ни даже признания. Вернувшись в настоящее, Хейли встретилась взглядом с Сэмом. «Я ушла, потому что не могла видеть его таким, но теперь, зная все, мы должны помочь ему. Сэм». Она глубоко вздохнула, ее решимость укрепилась. Когда-то он был отличным ветеринаром, может быть, есть способ вернуть его обратно. Сообщество, размышляла Хейли, может быть мощным инструментом перемен. Сэм кивнул в знак согласия. Они оба увидели потенциал влечения всех друзей, соседей, даже бывших клиентов доктора Андерсона путем возрождения духа единства и поддержки в сообществе. Они верили, что это может послужить катализатором, маяком надежды для доктора. По городу начали появляться плакаты, намекающие на грандиозное событие. Хотя о докторе Андерсоне напрямую не упоминалось, те, кто знал предысторию, могли читать между строк. Обещание мероприятия было ясным: трансформация, исцеление и сообщество. Хейли взяла на себя ответственность за координацию волонтеров, в то время как Сэм поддерживал связь с местными предприятиями в поисках спонсоров. Импульс был ощутимым. Их усилия больше не были связаны только с доктором. С каждым днем фундамент мероприятия укреплялся, и их надежда на доктора была очевидна. Сердце города все еще сильно бьется. Кондитерская «Восторг» обеспечит выпечкой, радостно сообщила она Сэму, а магазины ремесленных изделий пожертвуют припасы на центральной площади города. Сэм поднялся на импровизированную сцену, его голос был полон эмоций, когда он говорил. В толпе воцарилась тишина, многие вытирали слезы. Было ясно, что Расти был не просто собакой Сэма, он был талисманом города. После проникновенного рассказа Сэма сообщество охватил невероятный прилив единения. Люди обращались к дуэту с предложениями о помощи. Некоторые делились своими собственными историями о доброте доктора Андерсона в прошлом. Местная радиостанция пообещала освещать мероприятие, в то время как школьники начали делать баннеры. Некогда таинственный план становился маяком надежды. Хейли тщательно проверила каждую деталь, от звуковой системы до рассадки гостей. Сэм координировал работу с волонтерами, следя за тем, чтобы каждый знал свою роль. Нарушив тишину, Сэм полез в свою сумку и вытащил хрустящий конверт. Не говоря ни слова,
он положил его на стойку клиники. «Это для вас», — сказал Сэм ровным, но переполненным эмоциями голосом. Неуверенные пальцы вскрыли конверт. Когда каждая фотография выскальзывала наружу, казалось, что она приносит с собой фрагмент давно ушедшего времени. Там был молодой доктор Андерсон с сияющим лицом, помогающий раненой птице. На другом он был запечатлен смеющимся с командой коллег-волонтеров. Фотографии рисовали хронологию путешествия человека, чья страсть была неоспорима. «Зачем вы мне это показываете?» Наконец прошептал доктор Андерсон сдавленным голосом. «Чтобы напомнить вам», — начал он, — «о человеке, которым вы когда-то были, о жизнях, к которым вы прикоснулись. Этот город помнит». Внутри клиники руки доктора Андерсона дрожали, когда он откладывал фотографии. Тем временем гул голосов снаружи становился громче. Тени, отбрасываемые собирающейся толпой, танцевали на матовых окнах клиники. Самодельные таблички высвечивали сообщения о поддержке Сэма, Расти и всех животных, которые встретились на пути доктора Андерсона. Стоя на вершине импровизированной платформы, Хейли глубоко вздохнула. «Я работала под руководством доктора Андерсона», — начала она, ее голос был сильным, но в то же время наполненным эмоциями. «Я видела человека огромной преданности делу, но также и человека, который сбился с пути». Ее рассказы рисовали картину контрастных воспоминаний, извлеченных уроков и разбитых надежд. Вернувшись внутрь, доктор Андерсон не сводил глаз с Хейли через окно. Каждое слово, каждая история разбивали его защиту. Возрождение доктора Андерсона на этом не закончилось. Признавая потенциал молодых умов, он предложил другую инициативу. «Я предлагаю наставничество молодым начинающим ветеринарам», — поделился он, и в его глазах была видна страсть. Его намерение было ясным — передать обширные знания и опыт, накопленные им за эти годы, чтобы следующее поколение было хорошо оснащено. Несмотря на все перемены, Хейли и доктор Андерсон нашли общий язык. Их предыдущие разногласия и недопонимания казались тривиальными в свете обновленной цели клиники. Некогда мрачная атмосфера клиники теперь стала далеким воспоминанием. Смех, болтовня и игривое тявканье животных наполняли ее коридоры. Клиенты уходили с улыбками, довольные заботой, которую получали их питомцы. Для всех было очевидно, наступила новая эра, эпоха сострадания, роста и непоколебимой надежды.